Ну что, покажем? Кузькину мать, блин. Видите, до чего страну довели? Я вам... Ёб твою мать, вот. Ну что, здоровенько всем из Владимирской области вас приветствуем. Это Димош Индастриал, все его уже знают. Мы сегодня все-таки выбрались в заброшенный поселок Костерево-1 военный. Сейчас мы посмотрим, что здесь осталось. Здесь вот какая-то жилая еще часть есть. Дальше должно все заброшено быть. Это, походу, местный магазин, да? Заброшенного города. Ой, природа здесь какая-то совсем другая. Вроде от Москвы всего 130 км. Прям в какой-то другой мир попали. Нет, смотри, реально не берез, ничего, здесь вообще все другое. О, смотри. Да уж. Да, зданию совсем плохо, в принципе. Зданию реально очень плохо. Зато вот такой плакат классный. Он сохранился в идеале, как будто его специально здесь восстанавливают, что ли. Ты не поймешь войну, пока они не побывают. Здесь лозунг. Жаль, только зданием хана полная. Ну, к ракете мы подойдем. Сейчас мы зайдем в дом. Вот это городок славится, что здесь куча всяких плакатов. Здесь много, в принципе, уже кто снимал видосы. С плакаты в каждом здании должны быть. За кого воюет. Если он не знает, за что он воюет плохо. А вот лозунг здесь. Кто-то ведь заморачивался когда-то. Все эти плакаты рисовал, все это. Да, уж. Всякие тачки. Похоже, что-то типа автовокзала, что ли, было когда-то. Нет, не хочу умничать, я не знаю просто, что это было за здание. Но оно классное. Картинки вообще класс. Когда-то за землю русскую, да, стояли стеной. Ладно, лучше промолчу, что теперь происходит. Когда-то же должны люди понять, что насилие порождает только насилие. Да. Красота вот такая. Запасный выход в окно. Следующая комната. Блин, в такой части и служить, наверное, было приятно. Реально все так круто выглядит. Особенно, когда все это было действующее и новенькое. Это было вообще супер. Вот эти лозунги везде, которые, по-моему, уже смысл утратили.
И вот это вот в такой вот просто лютый, ну, блин, даже не знаю, как это сказать, не хочу матом ругаться. Вот в такой вот жести, такие лозунги вдвойне круче смотрятся. Жаль, что они бесполезны. Спортзал, может, какой-то, уже не первый раз вижу такие подобные картиночки. Возможно, здесь банально был спортзал. Ну, опять же, я не знаю. Такое вот солнышко. Пришло осознание, ля-ля-ля-ля, тополя, блин. Ё-моё, великие фразы, прям громкие. Да, уж. Успеваем? Успеваем. Жаль, что складывать здесь больше нечего в кладовой. Монитор он там лежит, раздолбанный. Ну что ж, поднимемся на следующий этаж. Как всегда, первое, что мы видим, это раздолбанные телеки. Вечная тема. Да, вдвойне забавно читать это сейчас. День добрый, здравствуйте. Что, мамаш, не добудем ли мы у вас ведерко? И немножко соли. Рак наловили-то, хотим сварить. Соли вам. Да. Да мне от языка вот этого поганого вам жалко дать, не то что соли. Матушки мои, за что ж такая немилость к нам? А ты не знаешь за что. Бесстыжие твои глаза. Куда идете? За Дон поспешайте. А воевать кто за вас будет? Может, нам старухам прикажете ружья брать, да оборонять вас от немцев? Народ-то на кого бросаете? Ни стыда, ни совести у вас проклятых нету. Входим в такой эпичный зал. Снова у нас что-то атлетическое здесь. Это же молодой Арни, я его узнал. Если они пытались рисовать его, то у них явно получилось как-то плоховато. И повсюду классные картиночки. Грустно это все. Грустно. И никому не нужно. Здесь у нас уже графитчики постарались. Достаточно, может быть, и прикольно, но это уже не родные рисунки. Город Чебоксары. В 2012 году здесь еще что-то как-то рыпалось, как-то работало. Какие-то акты кто-то писал, подписывал, планировал. А сейчас все умерло. Тем временем мы на последнем этаже этого заведения. Снова видим какие-то надписи. Что произошло, в том копаться не надо. Что случилось, то случилось. Да. Кстати, тоже актуально.
Очень даже актуально написано. Как это круто звучит в заброшенном городе. Запасный выход. Мы через него вышли, кажется, куда-то. Снова всякие картиночки. Что вот это такое было? Это какой-то рояль разобрали, или это шкафы в таком стиле были? Ладно, не знаю, умничать не буду. Был когда-то DVD фирмы United. Кто-нибудь слышал фирму United? Я нет. О, поставите на паузу, сами почитаете, а то букв много не осилю. У меня сил не хватает. Грамотой награждается старший прапорщик Ильин А.П. за добросовестные ля-ля-ля-ля-ля, тополя, командир войсковой части такой-то полковник. Когда отдается приказ, солдат не знает, преступный он или нет. Блин, столько всяких лозунгов я еще ни в одной части, в принципе, не видел реально. Что это такое? А это какой-то, наверное, красный уголок или типа того. Красная комната, в общем, когда-то была. Ключи, кстати, тоже опасно. Красная или ленинская комната, или как ее называли. После перелома. Да, я говорю, это настолько актуально забросил вот подобное находить, это, блин, это вообще. Если еще это фоткать и снимать, то надолго, блин. Увековечены чьи-то морды лица. Офигеть, мертвый город, в котором в некоторых зданиях кипит какая-то жизнь, трутся мужики. Вот в том здании они, например, проебываются. Ну ладно, будем считать, что работают. И делают кровлю. В заброшенном городе. Да, походу, столовка. В таком не очень военном стиле показана вот эта картиночка в столовке. Ну, классно. То, что осталось от кухни, а от кухни не осталось ничего. Началось прямо с трупов. Серьезно? Так вот она, полная версия. Мое знакомство с этой войной началось прямо с трупов. Еще есть тут такая комнатка с какими-то чертежами. И что-то вот такое здесь эпичное было когда-то. Но больше тут нет ничего уже.
бесконечное количество огромных зданий, куда ни посмотри. Громадины стоят. Раздолбанные громадины. Внутри жесть полная. А ведь это актовый зал. Или кинотеатр, или актовый зал, похоже, или хрен его знает. Но вот это что-то типа... Да, рубка. Там рубка. Тут стояли сиденья. В кинорубке у нас пленка. И, конечно же, никаких агрегатов здесь уже давным-давно нет. Но вот сейчас я Арни точно узнаю. Здесь он более неплохо нарисован. Несмотря даже на то, что краска вся облупилась. Военнослужащий всегда должен быть по форме чисто и аккуратно одетым. Вот. На самом деле здесь, наверное, вообще можно бесконечно снимать. Здесь столько можно контента на 10 частей снимать. Здесь город огромный, в каждой комнате какие-то лозунги, плакаты, огромные дома, пятиэтажки целые вон там дальше стоят. Ну, конечно, мы все не будем снимать, ну куда это? Смысл даже смотреть просто никто не захочет. Ну, так постараемся что-нибудь поинтереснее сделать. Такие косые уже, покосившиеся шкафчики. Следующий у нас этаж. Да, здесь хоть и пустота на 4-м этаже, но тут пол на месте. Мы нашли комнату с целыми полами. На сегодня это реально достижение, походу. Здесь кто-то мутил какое-то пати. Смотри, куча светильников и куча поповок от батареек, чтобы они светили долго. Походу на всю ночь кто-то здесь зависал. И вот такое у нас следующее огроменное здание. Не упустим возможности посмотреть, что это, раз уж мы приехали сюда. Это как же еще это трубы-то оставить, которые козырек держат? Прям удивительно. Заметьте, заделывались когда-то залазы. Наверное, консерва была. Заделывались когда-то давно. Это было очень давно. Ну, правда. О, это, наверное, светилась, смотри. Она ж типа стеклянная. Она 100 пудов светилась. Сейчас она вообще закопченная, потому что здесь был какой-то пожар. Комнатки, кстати, похожи на какие-то жилые. Гардеробы, обои. Да, вот в другой комнате у нас остатки от кровати. Здесь явно кто-то жил. Пионерский лагерь напоминает, прям такие же комнаты. Да, была когда-то гармонь. Такая тленная уже. Порванная и тленная. И наш любимый эпичный вот такой коридор. Но, к сожалению, в этом здании смотреть уже просто не на что. Уже ничего не осталось. Такой тлен течет. Это мы только на 2-м этаже, а уже здесь все течет, хотя дождей не было давно. Просто тлен. Эту комнату, походу, прям специально. Комната с мебелью. Свалили какие-то тумбочки, все хрень. Фонтанчик. Представляете, какая красота здесь когда-то была, а теперь здесь лес растет. Вы представляете, как выглядит подъезд? Охренеть. А куда этот подъезд? Надеюсь, не в подвал? Да нет. Куда надо?
Есть хороший пух от подушек по всему коридору. А еще тут хорошо доски проваливаются оставшиеся. Только видео снимать ходить. Можно эту вечеринку делать будем. Ага. Здесь у нас кто-то сидел. Наверное, спрашивал пропуска. О. Как в ментовском участке, прям целый этот. Выходим через такой вот криповый главный вход с передней части здания. Такой вид прекрасный открывается. Еще погодка классная. Выброс пытался. Прям в яму. Ага. Это специально, чтобы это не упал кто-то. Ну да, наверное. Они молодцы, вот так делают, чтобы не упал. Ага.